Здравствуйте, дорогие участники нашего четвертого международного фестиваля кино и телевидения «Киносвет». И сейчас по традиции уже в конце дня нас ждет удивительная творческая встреча с удивительными людьми. Это композиторы, а, замечательные авторы прекрасных, душевных, светлых песен, песен, на которых, я уверен, выросло уже не одно поколение. Это дорогая нашему сердцу Марина Ланда и Сергей Васильев. Здравствуйте, друзья! Привет, ребята. Здравствуйте. Ну, я не знаю, что сказать. Мы с вами заочно знакомы уже очень долгое время, наверное, больше через Наташу. Вы пишете прекрасные песни, которые вдохновляют меня лично, хотя я вроде считаю себя уже взрослым дядей, но я с таким удовольствием смотрю эти мультики, тех композиций, вот, которые вы пишете. И у нас дома постоянно играют Спасибо, это очень песни из приятно. мультиков «Смешарики», «Летающие звери». Вот, наполняют нашу квартиру вот эти прекрасные светлые звуки. И как я понял, сегодня мы будем только с вами изучать, что такое музыка, музыка в кино, но мы еще и услышим это. Ну, Да, попробуем во всяком случае. попробуем. Мы, да, гитара, как говорят, рояль в кустах. У нас гитара, конечно, при себе, поэтому знаете что, давайте мы начнем с той песни, многие из вас ее, наверное, знают. И по мультфильму, а может быть кто-то, так как здесь телевидение «Карусель» охватывало, в общем, весь мир, и там была такая программа «Смешные праздники», которая заканчивалась круглой песней. Каждый раз. Передача шла каждый день в течение нескольких лет, и заканчивалась Да, она круглой этой песней. песенке недавно был день рождения, она родилась 1 июня 2003 да, года? 2003 года. Третьего года. В общем, давненько, да, Да, давненько. это первая песня. Самая такая. Пада, пада, пада. Плывет, плывет, по небу желтый круг, по небу плывет, плывет. И светит все вокруг, как круглую ночь. С небес глядит холодная луна, и тоже круглая она. Да-да, и тоже круглая она. Бежит, Бежит по лесу круглый еж, бежит и поет, что он и сам на круг похож на круглой спине. Его большое яблоко окно, и тоже круглое оно. да-да, И тоже круглое оно. На круглой планете гуляет круглый ветер, по кругу гонит облака. На круглой планете есть место всем на свете, хотя она не велика. Парам, 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 парам. Сидит на крыше круглый кот, и поет. поет и гладит свой живот. Глаза у кота горят, горят, как желтые огни, и тоже круглые они. Да-да-да-да-да. И тоже круглые они. Вот так, а я Стою. и песенку пою, и сам о себе сейчас я что-то узнаю. И кажется мне, что все и кот, и еж, и даже я большая круглая семья. Да-да-да-да-да. Большая круглая семья. На круглой планете гуляет круглый ветер, по кругу гонит облака. На круглой планете есть место всем на свете. Хотя бы. Невелика дупа, тоже круглая она. И тоже круглые они. И тоже круглое оно. О, да, и тоже круглое. Видите, дорогие участники, я вас не обманул. Ну, согласитесь, это прекрасная, светлая композиция.
Спасибо вам большое, дорогая Марина и Да, Сергей. Чувствую, да, что наша встреча будет сегодня наполнена не только мудростью, но еще и творчеством и светом, излучающие ваши сердца. Спасибо. спасибо. Ну, я не знаю, какие вопросы Я мы... думаю, что да, Надо, наверное, поскольку рассказать. мы будем разговаривать, вот, поэтому давайте тогда, Володь, начинайте, ну, А, давайте спрашивайте, и мы поплывем вместе. Уже по традиции, которая спонтанно проявилась в нашем фестивале, первое, что хочется спросить, это как вы пришли к этому? Как вы поняли, что музыка — это то, чему вы хотите посвятить свою жизнь? И является ли это вашим предназначением? Или, может Как вы, быть, как вы дошли до Предназначение. жизни такой? Ну, да, давайте начнем. до такой музыкальной жизни, я бы так сказал. Говорить. Начнем с меня, как с барышни. В общем, это все было очевидно для меня с детства, потому что все дома у меня пели, и у меня фактически не было даже мысли о том, что я должна заниматься музыкой. Меня никто особо об этом и не спрашивал, просто отвели в музыкальную школу. Но дело даже не в этом. Дело в том, наверное, что с самого раннего детства мы ходили в кино. Причем родители очень любили фильмы, не только те, которые шли в кинотеатрах, но и те фильмы, которые показывали только в Доме кино. И меня маленькую туда брали. И поэтому музыкальное кино, именно музыкальное, так как они сами очень музыкальные были люди, оно все время было, то есть как бы составляющей необходимой. К тому же мой дедушка и бабушка жили в Одессе. И дедушка, как настоящий одессит, все время пел. И пел все время вместе со мной. И так случилось, что вот это вот стало для меня даже не то, что я, занималась. Вот, к сожалению, я в пути лица не занималась. Я просто, это была часть моей крови, как бы составляющая меня саму. И поэтому, когда я кроме этого занималась хореографией, спортивной гимнастикой, ну, то есть много Кружок, кружок по Кружок охотам, по но не вещи. петь охота. Вот. Ну, в общем, это было естественным продолжением. Но, с другой стороны, я хочу такой момент заметить, что поворотным был, когда вот мы смотрели все эти фильмы, был фильм, который фактически повлиял на всю мою жизнь. У меня есть фильм, который, я могу сказать прямо, повлиял на всю мою жизнь. Это фильм «Оливер», музыкальный фильм, в котором принимали участие дети. И, Это американский мюзикл. мюзикл. Просто мало ребят, наверное, это Да, видели, но да. мы И всем своим поэтому, ученикам всегда, вот, Марина, да, она как бы, как только вот появляются новые ребята, новые ученики, она обязательно говорит, так, первым делом ты должен посмотреть Оливер. или мы все вместе садимся и смотрим этот фильм. Это просто у нас как, я не знаю, первое занятие, первая встреча. Это фильм «Оливер». Так что музыка, она, в общем, стала частью меня, и поэтому мыслей особых не было, куда и как пойти. А об остальном уже подробнее дальше. Сережа. У меня никаких таких особых тоже приключений не могу вспомнить. Гитара появилась, как положено, где-то лет в 13. Вот это были, значит, как бы 80-е годы, такие бурные, значит, связанные с рок-н-роллом, ну, вот, прежде всего. И эта музыка, как бы, я имею в виду рок-н-ролл, она всегда была вот со мной как такой главный камертон. Вот, я имею в виду, так сказать, такой искренности, отдачи. А если говорить про как бы, нашу субкультуру, я имею в виду на русском языке, то там, конечно, и слово всегда слово очень придавалось большое значение. То есть поэтому вот это как бы постепенно входило. Вот, а потом я попал в театральный институт к такому замечательному мастеру Зиновию Яковлевичу Карагодскому, который был руководителем Ленинградского ТЮЗа многие годы. Легендарный учитель, легендарный режиссер и легендарный театр. И театр был чрезвычайно музыкальный. Весь, как бы, и вся вот эта вот как бы атмосфера. И там, собственно говоря, помимо, естественно, вот этого всего
варево музыкальной, потому что я писал там песни для спектаклей. Там же я, собственно, и познакомился вот с Машей, потому что она как бы преподавала, у нас Марина Анатольевна преподавала на нашем первом курсе музыку. А это был мой самый первый курс. То есть я в этот момент как раз создавался театр, и вдруг такой Зиновий Яковлевич Карагодский, которого я, естественно, знала, и вдруг он сказал: а вот не попробуешь ли ты, я вот набираю курс, и вот мы тогда познакомились. И именно через музыку, через вот как бы через театр, это такая вот такой клубок. Мы еще, наверное, об этом скажем, о том, как для нас важно именно естественное взаимодействие музыки и театра, как единое целое, не отдельно существующее. Вот, ну а потом как бы судьба, она как бы никуда не девается, в том смысле, что она ведет, конечно, она уже ведет. во многом сама. Было радио, мы работали вместе на радио. Делали музыкальные программы вместе, потом возникли, то есть не потом, а я попал в театр музыкальный, который проводит Маша, значит, как бы уже 20 с лишним лет, там тоже связаны с музыкой, а потом возникли мультфильмы, которые тоже были связаны с музыкой. Все как бы так что выхода не было. Но главное, наверное, это то, что мы оба это очень любили и были готовы к этому. Вот это очень важный момент, когда ты не просто, ну вот что, чем бы заняться или что, а когда ты уже готов и открыт для того, чтобы этим заниматься. Спасибо вам большое за то, что поделились таким удивительный путь в вашей жизни. Мы не раз уже говорили на встречах о том, ну, как кино, искусство в целом, да, и музыка, и живопись влияет на людей, на судьбу людей. И вот то, что вы сказали, Марина, то, что вот фильм «Оливер», мюзикл, произвел на вас впечатление, это, может быть, послужило каким-то таким толчком. Вот это подтверждение того, что делом, которым мы все занимаемся, творчеством, очень важно в жизни любого человека. Без сомнений. Да. А музыка, как мы знаем, связывает судьбы, связывает сердца. Я понял, что я должен, если не посмотреть, то пересмотреть этот фильм по-любому, чтобы стать с вами ближе. Да. Это совершенно особенное место он занимает, да, потому что мюзиклов очень много, как известно, да, но это необычный мюзикл, то есть как бы это вот именно квинтэссенция, такое слово как бы достаточно холодное, да, не знаю, как сказать, совмещение именно всего лучшего и в живом кино, и в работе с детьми, то есть то, как там дети существуют, как бы, да, этот вот, как сказать, природа их такая живая. И плюс, конечно, музыкальная составляющая, когда она естественная, как бы, питающаяся с драматической, а не просто отдельно. Вот, я думаю, что все теперь посмотрят, ребята. Обязательно. Просто обязательно. Да. Я даже подумал, что вот было бы здорово, чтобы в следующем году вы приехали, и мы вместе посмотрели этот фильм. Вы знаете, вот что интересно, мы обязательно вместе посмотрим. Более того, существует радиоспектакль «Оливер», и в этом спектакле вот, то есть это было вот такое определяющее время, когда вот, я преподавала, и ребята... И мы тоже студентами шли смотреть «Оливер», как зайки. Я тоже, потому что это для меня было важно, чтобы они посмотрели. И поставили на радио спектакль такой. И в этом спектакле я пою Нэнси, можно даже найти. Ну ты, собственно говоря, музыкальный руководитель этой постановки. Это моя первая музыкальная постановка на радио. Так что «Оливер» — это особый. И, может быть, действительно мы в следующем году и какие-то моменты споем, потому как Сережа тоже в каких-то... Ну, мы можем тоже как бы сейчас спеть, чтобы не все время говорить. Да. Вот. Можем спеть, например, что мы можем спеть? Ну, можем спеть тоже какую-нибудь старинную песенку из смешариков. Ну, например, была такая серия, одна из первых, классических, сейчас это называется классические смешарики, то есть вот те первые 200 серий. 2D. Да, 2D, да. Потому что сейчас тоже возвращается 2D, да, как бы оно немного другое, но для нас, как, видимо, и для ребят, которые выросли в те годы, это называется классические смешарики. А вот мне интересно, вот вы же там, вам кто-то пишет, Володя, пишут, да? Да, пишут, я вижу. Мне интересно, кто из ребят, вот те, кто смотрит, кто из них вырос на смешариках? Вот, поставьте, пожалуйста, плюсики. Да, плюсики какие-то, да, вот значит. интересно. И была такая серия, она называлась «Марафонец».
вот, марафонец, там, значит, собственно, Бараш, пол мультфильма, если не больше, бежит. Вот, бежит, и, значит, и вот тоже была такая задача, как бы, да, для нас, как для композиторов, сочинить песню на, значит, вот на этот огромный эпизод, там, двухминутный, где герой бежит. И бежит он не просто так, а бежит он, как мы, как бы, часто, особенно взрослые, сталкиваемся с ситуацией, когда хочется убежать. И от работы, Да, и от самого и себя, от каких-то своих да. мыслей, от чего-то бежим. Вот, и родилась такая песенка, которая называется «Марафонец». Вот. Самое главное в этой песенке – это дыхание. Если бы ребята сейчас, которые нас смотрят, были бы рядом, что мы бы их заставили подышать с нами, поддержать. Вот. И там мы пригласили в студию артистов, всех наших, которые стояли, значит, и дышали так. Да, Володь, помогай нам. Я пробегаю по дороге, я задираю кверху ноги. Берегитесь недотроги, бежит отчаянный атлет. Не остается без внимания мое лихое пробегание, регулируя дыхание, я посылаю всем привет. И такой простой припев. Мудрые боги выдумали ноги. Дышим, 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 дышим. Мудрые боги выдумали ноги. Как хорошо придумал кто-то, что если думать не охота, и опостылила работа, и в голове сплошной киш-миш, киш-миш, киш-миш. Ты можешь ноги задирать, ты на приличие не взира, бежать вперед не разбира, куда ты, собственно, бежишь? Дышим, дышим, Володя, не ленимся. И мудрые боги выдумали ноги. Мудрые боги выдумали ноги. И самый главный куплет. И дело тут и в результате, призы и прочие не кстати. Можно вешать у кровати или пожертвовать в музей. Куда дороже ощущение упругой мышцы сокращение. Ну и, конечно, восхищение коллег, знакомых и друзей. И уже близко финал, мудрые боги выдумали ноги. Сейчас будет финиш. Мудрые боги выдумали ноги. Ну это был марафон. Да. Спасибо вам большое, я зачитаю, все пишут. Я вырос на смешариках, а я до сих пор расту на смешариках. Кто-то пишет, это руководители, мои дети и внуки растут и росли на смешариках. То есть, да, для всех пишут браво, все восхищены, ставят плюсы. У кого-то целая энциклопедия дома смешариков. Прекрасно, Здорово. спасибо. Это Да, очень это- приятно. Конечно, это здорово, когда ты понимаешь, потому что когда ты что-то делаешь, и делаешь это с радостью, и, в общем, иногда это делаешь, потому что ты понимаешь, что ты несешь ответственность и должен написать песню. Это не всегда так просто, то есть это всегда не просто написать песню. А представляете, когда их много-много-много, это тоже марафон. Да. Смешарики – это огромное расстояние. Но надо 17 сказать, что когда они рождались, естественно, никто не мог в далеком-далеком 17 лет назад году предположить, что они вдруг такой найдут отклик. И мало того, что найдут отклик, а спустя 17 лет еще будут также вот, как бы, ну, воспринимаемы. Актуальны, да, Актуальны. полезны. Вот это как бы к вопросу, ребятам, наверное, это будет как бы важно. Ну, они и так это знают, но это как пример. Что такое командное, коллективное творчество? Потому что смешарики, вот, когда они рождались, первые вот все эти 5-7 лет, и как бы вот когда первая серия в 150-х появилась, это был
помимо того, что это совершенно изумительные по отдельности творческие личности, Алексей Лебедев, главный сценарист «Смешариков», который, значит, и там еще Света Мордогалимова и Дима Яковенко, но вот он как бы ведущий, основная его... Характеры. И основные, как бы, да, количество серий, вот это его. Потом совершенно замечательная режиссерская команда, режиссеров очень много. Это и Денис Чернов, и Джангир Сулейманов, и Алексей Минчинок, и Алексей Горбунов, Наташа Мирзаян, Саша Аверьянова, Рома Соколов. То есть это, да, потом совершенно замечательные, просто фантастические, любимые нами наши артисты, которые озвучивают по несколько героев, между прочим. Например, Миша Черняк, да, он, в смысле такой... Троих, да. Он озвучивает Пина, он озвучивает Копатыча, и он же озвучивает Лосяша. То есть Сережа Мордай, с которым мы так много вместе выступаем, который поем. поет просто... А он Каркарыч и Савуни, и вот очень много песен поет он. Антон Виноградов «Крош», Володя Постников «Ежик», Светлана Письмиченко «Нюша», Вадик Бачанов «Бараш». И все они, помимо того, что замечательные артисты, они люди классные, очень искренние, отзывчивые, музыкальные. И вот это, и наш звукорежиссер, конечно, Игорь Яковель, который вот с самого начала работал на этом проекте, работает. Поначалу это были, и, конечно, очень много сделали Толя Прохоров, и, да, художественный руководитель, и Надя Кузнецова. Директор студии. То есть и мы обсуждали все истории. Мы в студии спорили, меняли что-то. И у нас даже были случаи, когда одну серию мы сами забраковали, вот творческая команда, потому что Крош в этой серии повел себя, это был чей-то сценарий. Это был не Лешин сценарий, это был эксперимент. Кто-то там прилетел со стороны, и вся студия встала просто... Что Крош не мог подло поступить. И мы, как будто мы защищали живого человека, так мы настолько для нас стали живыми, родными, что мы все восстали и сказали, мы не выпустим эту серию. Мы не хотим, чтобы он был подлянку такую делал, Крош. Ну вот, в общем, вот, как бы вот это командное ощущение, во-первых, доверия друг к другу было очень такое серьезное. Советы были, звонили ночью, там так-сяк. Вот. И в студии всегда творилась какая-то такая правильная каша какая-то творческая. Туда люди приходили, попадали в какой-то значит, вот этот вот вертеж. И мы друг друга поддерживали. То есть у нас не было конкуренции внутри, потому что мы все работали на любимый, потом уже любимое дело, а поначалу на новое дело, в которое мы очень поверили. И мы смотрели все серии вместе, обсуждали музыку, говорили друг другу: здорово, как ты придумал это, здорово, как ты придумал. Или не здорово. Или не здорово. Вот, да. Ну, вот поэтому, как бы, конечно, это очень важно, да, как бы, чтобы родилась команда, чтобы родились рядом соратники по-настоящему. Да. Я вот слушаю вас, и у меня, знаете, аж мурашки по телу идут, потому что я чувствую, что волшебство происходит. Есть ощущение, что вы смотрели все наши эфиры, потому что вы озвучиваете ровно те темы, которые мы затрагивали и хотим еще раскрывать и раскрывать. Да, это, безусловно, сотрудничество, потому что когда талантливые люди, особенно светлые люди, объединяются вместе, проявляется такой просто клубок света, добра, который, безусловно, влияет на людей. По-прежнему ребята продолжают писать свои отзывы о том, что смотрят, и в 12 лет продолжают смотреть, и в 58 смотрят, и не могут усидеть на месте, танцуют. Вот, спасибо вам большое. 58 – это очень особенно дорого, потому что мы с самого начала очень радовались и дорожили письмами, а тогда еще не было так распространено СМС и все это прочее, ничего этого не было. И писали люди письма, буквально конверты, а писали взрослые. Это было самое дорогое, когда папы, мамы говорили: спасибо вам. Бабушки и дедушки. Да, что мы можем вместе с детьми получать удовольствие, во-первых. Во-вторых, нам есть что обсудить после этого. Это вот этот момент, как бы, как сказать, вот соединения поколений, возраста. Вот это вот к вопросу о том, мы часто, и вы, наверное, обсуждали, что такое детское, что такое не детское кино. Потому что
по опыту нашему и работы с ребятами, а театру 25 лет, и там уже несколько Но ты поколений. про театр еще не Да, рассказал, поэтому не понятно, да. по какому театру. Просто Да, у меня помечено, я хочу Да, вас это мы спросить. сейчас Хорошо. расскажем. Мы сейчас расскажем. Но и по фильмам понятно, что есть вещи, которые затрагивают все возраста. То есть для того, чтобы песня «Капитан, капитан, улыбнитесь», это не детская песня, потому что взрослые, ее мы все знаем, она написана там в 1939 году, но это или бременские музыканты. И мы с Сергеем всегда как бы хотели ориентироваться на это, на разговор для всех интересный, без сюсюканья и как бы такого Снисходительности. Вот, да, в этом смысле, как бы, ну, тут нечего выдумывать, потому что примеры, к счастью, давным-давно уже есть, существуют и в литературе, и в музыке, и в анимации, и в кино, серьезного разговора с юным человеком. Вот, не снисходительного, прямого, с юмором, с какими-то острыми И с уважением. вопросами, с уважением, не с формальным высиживанием и прислушиванием к нему. И вот эти все, как бы, честно говоря, вот в этом смысле мы, может быть, немножко, как сказать, не из этого времени, что ли, черт, не знаю, как это сказать, потому что вот эти все плюс 8, плюс минус 30, 40, это нам не очень, честно говоря, понятно. То есть понятно, что есть как бы темы, которые, как сказать, и темы, и способы разговора на эти темы, которые не надо обрушивать на голову 6-летнего человека. Но это понятно. Это должно быть в башке у нормального взрослого человека, во всем, в воспитании. А в принципе, чем раньше, чем смелее ты будешь с ним разговаривать о жизни, тем, как сказать, и тебе интереснее будет жить, и он будет раскрываться. И ведь есть же способы разговора об этом. На это искусство, И я к думаю, счастью, и что создано. смешарики очень во многом поэтому так стали популярны, потому что в этих маленьких новеллах говорится о чем угодно. И о зависти, и о ревности, и о любви, и о каких-то вещах, которые всем понятны. В 6 лет даже понятно, что такое, что ты можешь кому-то позавидовать, и что это не очень хорошо, наверное, а может быть, это тебя подвигнет. Ну, то есть вот эти все истины. И нужно найти этот художественный, и он находился, Алексей, художественный ключ. В этом и задача как бы художника, и в данном случае нас, когда мы пишем песню, и сценариста, и режиссера, и музыки, метафору найти, да. ключ, иносказание, притчу. Столько всех замечательных способов, как поговорить о серьезном, как бы с любым зрителем, с 6-летним, с 5-летним и с 58-летним, вот, Да, которые там... хоть 90-летним. Да, я вот сейчас услышал важные вещи. Во-первых, про ответственность услышал, да, когда команда встает на защиту персонажа. Это, безусловно, говорит, что вся команда разделяет ответственность за то, что они выпускают, то, что они в итоге увидит зритель. Это очень важно. Мы про это вот самый первый наш мастер-класс, мы с Наташей давали про идеи, мы говорили про это. Спасибо, что вы сейчас для нас это такой прям подчеркиваете для нас. Также вы сейчас сказали про вот это вот уважительное отношение к ребенку, к его личности, не сентиментальному восприятию его как ребенку, а уважительно, донося до него ценности, истинные ценности, даже не донося. Каждый ребенок чувствует их. Мы просто как взрослые помогаем их, на них акцент сделать, приподнять их чуть-чуть. Спасибо вам большое. У нас сейчас идут разборы фильмов, где мы стараемся поддержать ребят, потому что они уже победители. Мы их отобрали из 500 там с лишних работ, вот, 25 работ победителей, и при этом наша задача помочь им чуть-чуть стать лучше, поэтому где-то может быть обратная связь. Посмотрим с Сергеем эти фильмы, нам интересно. Конечно, конечно. И как бы маленький человек, условно говоря, маленький, да, юный там ребенок, он ведь очень часто как раз поднимает большие темы. То Да. есть, и он поднимает их смело, он их поднимает как бы порой просто в лоб буквально.
потому что это естественное как бы свойство, ну, назовем это души, не знаю, чего. Мне сейчас хочется к этому перейти, потому что как у нас с Наташей тоже здесь есть академия, где мы стараемся работать с юными кинематографистами, и я иногда, когда мы поднимаем им какую-то проблему, и они дают ответы, ребята, я вдруг слушаю этих ребят и понимаю, что я как взрослый к этому не дошел. Я с этой стороны не смотрю на эту проблему, у меня уже привычный шаблон, а они раз и совсем по-другому разрулили. Вот можете поделиться своим опытом, педагогическим опытом, опытом своего театра, где вы занимаетесь с ребятами? Давай споем Да. песенку и поделимся. Да, вот давай споем песенку и поделимся. А какую песенку споем? А мы споем печальную песенку, как раз к вопросу о серьезных темах. Право на одиночество? Да, песенка, посвященная одиночеству, да, и этой теме. Там это одна из наших любимых серий, называется «Право на одиночество». И в ней Бараш, как поэт и творческая натура, Ему больше всего песен ему досталось. больше всего песен досталось. Он мечется, и все время ему все мешают, и мешают ему сосредоточиться. И он говорит: Господи, мы все пропали куда-то, я оказался на необитаемом острове. И тут гром молнии, и он оказывается на необитаемом острове. И какое-то время он радуется, а потом он понимает, что стихи его читать ему некому. И он начинает рассаживать бананы, раскладывать ананасы, камни, и им читать свои с ними, вступать в какой-то диалог. И в конце концов он немножечко сходит с ума. И в это время... Да, реальность у него начинает плыть, да. И в этот момент звучит такая песня. Пусть не затейливый мотив прорвет земную тишь, ведь ты и молод, и красив, совсем один сидишь. Один идешь ты в магазин, и это скверный знак. Художник может быть один, а человек никак. Художник может быть один, а человек никак. Один банан, один стакан, и тапочки одни, как полусон, караван идут за днями дни. Как будто кто-то карантин назначил и ушел. Художник может быть один, ему-то хорошо. Художник может быть один, ему-то хорошо. Не стоит бегать по врачам, отыскивать рецепт. Не станет легче по ночам от витамина С. И вот идешь ты в магазин, слегка сбивая шаг. Художник может быть один, а человек никак. Художник может быть один, а человек никак. Спасибо вам огромное, просто Да. трогает сердце и так актуально. Да, Сейчас сейчас мы подумали о том, что слово «карантин» звучит совершенно уже какая-то песня давным-давно. Мы не специально. Да, не специально. И надо сказать, что, я не знаю, знаете ли вы, что все стихи этим всем песням пишет Сережа. Все стихи. Так что это такой... Ну, артель у нас. У нас Артель, артель. да. Все как бы, как сказать, все внутри мастерской. Да. И, здорово. Хотя мы, конечно, потом расскажем о тоже о сотрудничестве в этой как бы связи, я имею в виду, И профессии. вообще отдельная тема, кстати говоря, это работа в дуэте. Это очень много кинематографистов и писателей. То есть это не часто. Не так уж и много. Не так уж и много. Но Но мы знаем есть. там Брагинский и Рязанов, Аллов и Наумов. Это, ну я не говорю там про Ильфа и Петрова, но есть вот какие-то люди. Братья Стругацкие. Братья Стругацкие, братья Вайнеры,
братья Васильевы, хоть они не были братьями, но они работали. То есть почему два самодостаточных человека понимают, что им классно работать вместе, что они дополняют друг друга и что какие-то, чего не хватает одному, дополняет другому. И это тоже очень такой момент серьезный. И бывает, что даже, вот я слышала Токарева с Данелли, они много очень вместе написали сценариев, в частности, «Джентльмены удачи» и многие другие сценарии, и работали вообще вместе. И она говорит, ну слушай, ну твой же вклад в этот сценарий, там, например, «Джентльменов дальше больше», он же, там же гениальные вещи, а он говорит, ты знаешь, да, в твоем присутствии я становлюсь гениальным. И это тоже тот момент, когда вот кто-то рядом с тобой, и ты, может быть, это его как бы вот мысль, но она, может быть, не родилась без тебя, и наоборот. Вот это вот очень интересный момент. И стоит посвятить, может быть, даже этому какой-то... Это отдельная тема, отдельная конечно, тема. дуэт, это Да. вообще сотрудничество, когда это, Да. это сложная история. Но мы хотели, Володь, вы просили по поводу педагогической истории, да, поделиться? В связи Я вот с- даже боюсь вас направлять, потому что вы такие вещи озвучиваете. Одно из основных отличий нашего фестиваля от другого, что мы полностью исключили соперничество. То есть к нам ребята уже приезжают победителями, то есть мы их заранее выбрали, и здесь они Прекрасно. они сотрудничают тут, они вместе, да, в рамках Нам сложившейся очень ситуации мы близка работаем. эта история. Это Очень это близка. позиция, да. Это позиция. А, Так что спасибо вам, да, Да. видите, как театр, про который, значит, мы все время упоминаем, значит, музыкальный театр детей. Вот, он родился 25 лет назад приблизительно, да? Да. Значит, его как бы придумала Марина. Вот еще, значит, 90-е годы. Ну, ты можешь рассказать как бы подробнее, Да, как ты это и сделала? это было просто потому, что то есть сам театр родился как радиотеатр, потому что меня пригласили работать на радио, и под эту лавочку я сказала, что вот нужны ребята, которые будут петь, озвучивать и петь, а там был прекрасный режиссер Постановки, спектакли. И, в общем, это такая зародилась история, и в ней очень хотелось, в 90-е все было платно, и мне очень захотелось, чтобы что-то было бесплатно, а что-то было... Потому что талантливые дети, может быть, они и не могут заплатить, но есть место, куда они придут. В 90-е это была не самая простая история, но, тем не менее, театр наш бесплатный уже 25 лет. Ну, когда ты говоришь талантливые дети, надо понимать, что на самом деле отбора никакого нет. То есть это талантливые дети, потому что талантливые как бы все. То есть это нет, у нас нету никакого сита или каких-то там специальных как бы, рубиконов, там, которые надо проходить. Нет. Приходят ребята, приходят после спектаклей, приходят после концертов или как-то подходят и говорят, вот мы бы хотели. И дальше вопрос глаз. Мы их по глазам примем. Да, то есть вопрос как бы вот вот смотрим этого... в глаза. И чаще всего мы... Даже слух не проверяем. Вот мы как бы начинаем дружить, и это продолжается. И когда они уходят, то есть наши ученики, вот у нас мы собираемся с театром там каждую весну, обязательно у нас общие сборы, приходят бородатые дядьки, приходят уже прекрасные дамы, значит, со своими детьми уже. Это все ученики, и мы продолжаем с ними дружить. Своих кавалеров показывают. Созваниваться. И это, наверное, какой-то особый... Очень бы хотелось, чтобы вообще мир так жил. Может быть, мы такую создали модель. Это не уникальный случай, Нет, Маша. Я думаю, что это не уникальный случай, но тем не менее для нас он очень органичный. И там тоже нету конкуренции. То есть, как бы мы понимаем, наоборот, когда мы видим, мы не распределяем роли, ты будешь играть это, ты будешь петь это, а они все по очереди это делают. И видя и слыша, говорят, слушай, вот это вот у него лучше всего. Но это театр-студия. Это театр-студия. Тут надо сказать, что как бы вот во всем, что мы делаем,
я имею в виду, и музыка ли это, или педагогическая история, или, значит, театральная история, или радийная, все-таки в фундаменте стоит театр. Потому что мы сами учились как бы в театральных институтах, и для нас как бы театр это как бы фундамент в принципе. Поэтому и когда мы подходим к песне, мы песню придумываем как маленький спектакль. И работая в студии с артистами, с юными или с такими там маститыми, знаменитыми, все равно это принцип тот же самый живого актерского пения. Пение через проживание роли, через осмысление, через... И, конечно, извини, что я перебила, вот эти вот взаимоотношения, которые складываются между ребятами, они дружат все, в общем-то, кто-то становится артистом, кто-то не становится. Цели такой нет. Цели такой нет, но тем не менее, вот когда они собираются и просто так поют там Акуджаву, мы видим, что... то есть те песни, которые мы сами любим, то, что нам самим близко, они понимают уже с полуслова. И это не театр, где все фильмы. Это абсолютно живое какое-то существо. И можно набрать музыкальный театр детей, вот ребята, те, кто нас смотрят сейчас, просто набрать и посмотреть, потому что мы, например, каждый год открываем фестиваль Спивакова, Владимира Спивакова, песнями Акуджавы. Вот это вот такой вот... Ну, это надо сказать просто потому, что, уникальный... в принципе, ну, еще раз, тут надо, как бы, да, мы, понятно, будем взахлеб говорить об этом теле, естественно, то есть, как нас тут остановить будет трудно, но... Но надо остановить. Да, но это не что-то такое прямо вот придуманное, уникальное, это во многом, как сказать, от наших учителей, от каких-то традиций театр-студий, которые были и в советское время прекрасные, и педагогические эти принципы были исповедованы много-много лет назад, я имею в виду, как бы, равных отношений с ребятами, такой как бы дружеской атмосферы, не конкурентной, а вот скорее как бы партнерской. То есть это просто тут многое сошлось вместе, вот, и музыкальная еще история, конечно, тоже, это же такой универсальный язык, музыка. Порой вот ты даешь песню, например, предлагаешь, да, того же самого Акуджаву, про которого ты сказала, человеку, там, которому 9 лет, да, условно говоря. И вот удивительно, как вся глубина, которая у Булата Шаловича там заложена, она абсолютно вот откликается что... в мире вот этого человека. И наоборот, он даже вытаскивает что-то оттуда, что нам уже, может быть... Вот есть такая песня про «Девочка плачет, шарик улетел». Вот мы спели ее, мы сначала поем все эти песни, и мы ее спели, и девочка маленькая заплакала. 9 лет. Мы говорим: почему ты плачешь? Она говорит: вы понимаете, она всю жизнь прожила, а ее никто не полюбил. И тут заплакали мы. Потому что мы, не потому что я вдруг поняла, что мы это пели много раз, и мы пели про другое. А вот эта вот маленькая девочка поняла, и, наверное, Акуджава про это ее писал, эту песню. И таких случаев, я думаю, что так здорово, что существует возможность у ребят самим выбрать тему и самим снять фильм про то, что они чувствуют и что им дорого. И, может быть, у них нет каких-то особенных возможностей материальных, но я уверена, что всегда можно, даже из минимальных, если есть очень большое желание сказать об этом, петь об этом или нарисовать. Ну и возвращаясь как бы к театру, как бы к принципу, это самая такая, ну как и кино, собственно говоря, да, самая замечательная возможность дать человеку почувствовать себя, как бы, как сказать, ну то есть вот
вот этот момент слова ответственность, да, такое слово такое тоже замызганное немножко, ответственность, но когда он чувствует, а это же все по-настоящему, от репетиции до выхода буквально на сцену, когда он понимает, что вот, это его дело, это его голос, это его мысли, моментально, вот мы любим это слово, востребовано слово, да? Что востребуется Тебе, в человеке, тем боком этот человек и поворачивается. Вот говорят, попал в дурную компанию. Да. Если в компании востребованы какие-то моменты, связанные с тем, что надо пихаться, надо перешагивать через То человек, людей, в каждом есть и плохое, и хорошее. он тянется к этому. Вот что востребовано в этом сообществе, тем он и Магнитики повернется. такие, магниты. Вот это, Ну, нам так кажется. это вот очень в педагогическом деле, наверное, самое главное, это вот эти магниты. Что ты вытягиваешь из него, что ты как бы ему даешь возможность куда потянуться, грубо говоря. Вот. Ну и, конечно, это должно все быть, так сказать, по-честному. Когда он твой друг. Если это формально или это какая-то игра души или мозгов, То в то ответ игра и будет. То есть по-честному это значит, что я сам продолжаю, как старший, как Конечно. педагог, я сам продолжаю тоже с собой над этим работать. Конечно. Я не стесняюсь сказать, вы знаете, я не знаю, как. Или я был неправ, Или я был неправ. прости меня, я был неправ, там, и так далее, и тому подобное. Или давай вместе придумаем, как это сделать, или как выйти из этой То ситуации. есть Потому ребята, так как мы очень много времени проводим вместе, они видят нас в момент растерянности, в момент огромной усталости, потому что иногда это марафоны из концертов, из спектаклей, из каких-то дел, связанных с театром, идут несколько месяцев. И мы все время рядом и полностью с ними разделяем вот эти вот маленькие и большие моменты решений. Ну и у нас нету розовых очков, и нету вот этого принципа «ах, дети – это цветы жизни». Дети – это порой очень жестокие и суровые. А порой прекрасные люди, вот прежде люди, да. всего люди, То есть когда ты как бы не… которые понимают иногда не меньше, чем мы. Да, да. И когда ты не придумываешь, не делаешь какую-то Давай иллюзию, да, то… Володя, что он хочет что-то сказать, я чувствую. А мы сели на своего с тобой любимого конька, и, Нет, конечно, очень интересно. Дорогие участники, напишите, пожалуйста, как вы себя сейчас чувствуете с этой темой, потому что мы говорим много про ученичество сейчас вот в наших эфирах, встречах, а сейчас я еще услышал эту ценность, огромную ценность, что учитель прежде всего ученик. да, Конечно. Он, безусловно, работает над собой. И я хочу попросить вас, чтобы наши ребята соприкоснулись с еще одним удивительным проектом, который есть у вас, который я лично и мои сыновья очень любят. Это «Летающие звери», такой Да. мультсериал. с удовольствием. Да, это особая история. Уникальный проект, который как раз в Петербурге появился, и делают его ребята со студии «Да». Начинали, во всяком случае. Да, его Это как бы благотворительный проект. мы придумали, да, именно как благотворительный проект. Он как бы под крылом такого старинного фонда «Адвита» находится. И средства от этого мультфильма уже теперь, можно сказать, шли, наверное, потому что сейчас мультфильм не делается какое-то время, к Да. сожалению. Опять-таки по причине такой вот прозаической, по причине финансирования. Поэтому если вдруг кто-то нас сейчас услышит, кто мог бы помочь этому замечательному делу, то мы как бы с радостью все как бы контакты сведем. Вот, мы очень Да, мы надеемся, очень что переживаем, что да, мы очень надеемся, что он возродится. Потому что дело очень хорошее, все средства идут на помощь детям больным онкологией. Вот, а мультфильм стал больше, чем мультфильм. Вот если вы, ребята, где-то видите, Течение да, с крыльями таких обаятельных героев, и фразу В «помогай». прошлом году мультфильм стал победителем нашего фестиваля. Да. Какой именно? «Летающий слон». Летающий. Ну вот, Вот, ну вот вот, там тоже песня очень.
Да. Вот. И мы там писали песенки, которые звучат в конце, как такой постскриптум. Вот. И, в общем, эти песни, мы очень благодарны этому проекту, потому И что... Мише Сафонову, который Мише Сафонову, художественный да. руководитель этого проекта, который нас пригласил и как бы уговорил. Потому что это такая... Мы действительно сомневались, потому что огромная загрузка, но тут появилась возможность. Это же не просто песня из мультфильма, а это как бы размышление. Размышление в конце каждой серии. Иногда оно вплотную привязано к мультфильму, а иногда это как бы взгляд сверху. Какой-то, может быть, наши раздумья на счет этой темы, вот, о том, о чем говорится в этом мультфильме. И Да, и там мы можем как раз подойти плавно к теме, которые вот вы говорили о музыке вообще в кино, что это такое, как бы, да. Но мы можем сначала спеть песенку, которая стала, ну, как бы, гимном этой летающей страны. Она звучит в заставке, и потом ее спели такие чудесные артисты много лет назад. Чулпан Хаматова, Сергей Сергей Маковецкий, Маковецкий Андрей и Макаревич. Вячеслав Бутусов. Вот такая вот удивительная четверка. Вообще удивительно, что когда ты слышишь свои песни, которые поют... Сейчас споем ее мы. Мы летим, мы ходить не хотим, пусть под нашими ногами только ветер с облаками. Чтобы так полететь, надо лишь захотеть. Ты попробуй, не стесняйся, Поскорее открывайся, лишь момент не упусти и лети, лети, лети. Мы летим, крыльями шелестим, что внизу так много значит. сверху выглядит иначе. Чтобы так полететь, надо лишь захотеть. Ты попробуй, не стесняйся, Поскорее открывайся, лишь момент не упусти и лети, 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 лети. лети. Пам, 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 пам. Мы летим, мы ходить не хотим, пусть под нашими ногами только ветер с облаками. Чтобы там полететь, надо лишь захотеть. Ты попробуй, не стесняйся, Поскорее открывайся, лишь момент не упусти и лети, 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 лети. Мы летим. Такая вдохновляющая песня, и мелодия от этой песни звучит в нашем фильме «Тимур и команда», которую вы Да, тоже написали, и Михаил Сафронов разрешил нам использовать в нашем фильме эту песню. Я считаю, что это огромное украшение этой работы, вот эта мелодия. И каждый раз, мы не всю песню, мы только мелодию используем, но каждый раз, когда я слышу, я пою про себя, потому что я понимаю, что это вот именно то, что мы хотели передать в фильме. конечно. Спасибо. И как раз вопрос, да, вот, Сергей, вопрос о том, как работать для музыки в кино. Мне даже вот слушая вас, вы говорите, вот надо там что-то делать, ребята пришли, запрос дали, надо написать такую песню. Я понимаю, я сижу, мне захотелось снять фильм. Я его придумал, я чем-то вдохновился, и я пошел. А если к вам приходят авторы и говорят, вот у нас фильм,
Напишите для нас, вот как это писать музыку. А, я не знаю, это, конечно, не одноминутный ответ, потому что это целое, несколько есть композиторов, которые работой своей показали, как надо работать в кино. Нина Рота и вот это вот сотрудничество с Феллини. Это Андрей Петров и сотрудничество с Рязановым. Это Артемьев, Ге- сотрудничество с Михалковым. Гиакончелли и сотрудничество Данелли. с Данелли. Ну, то есть есть масса композиторов, которые... И вот, кстати говоря, о Данелли и Гиакончелли, например, Данелли, когда рассказывал, какая музыка должна быть в его фильме, он подходил к пианино и нажимал си бемоль или какую-то ноту. Он нажимал, говорит, вот такая должна быть в этом фильме. Но, к счастью, у нас режиссеры с нами работают не так. Тем не менее, Гиакончелли его понимал. Это к вопросу не о том, как работал великий Данелли, а к вопросу, как они друг друга чувствовали, я имею в виду Кончелли и Да. Данелли. Я думаю, что если бы Данелли ударил тазом по голове Кончелли, то тот же бы понял. Они так друг друга чувствовали. Так вот, работа, я думаю, что нам повезло в том смысле, что нам всегда режиссеры доверяли. Вот это очень важный момент. Зная, что у нас есть как бы режиссерское образование, они, особенно, я не знаю, расскажу, как мы над первым фильмом работали. Мы впервые работали над фильмом «Агентство «Золотая пуля». Есть такой фильм. Сериал такой. Сериал. Он был в 2000 году. Это был первый наш фильм. И вот представьте себе, что режиссер нам дал сценарий на 8 серий. Не сценарий, он нам дал уже монтированный... Нет, сначала сценарий, а потом смонтированный фильм, с хронометражом, как это положено. Там все и пошел снимать дальше. Это был сериал. Остальные серии. Оставив нас с этими 8 первым блоком, да, с 8 оставил нас. Ну, и мы просто как бы мы чувствовали, вот здесь должна быть музыка. Вот здесь этот сюжет, вот этот момент надо поддержать. Потому что музыка может сыграть совершенно противоположные, то есть от нее зависит не только акценты, потому что сейчас очень часто музыка используется в качестве дополнительных акцентов. Вот упало что-то, во-во, или там кто-то появился в дверях, бабах, или что-то. Ну, а она может работать контрапунктом, она может работать поперек, например. Ну, дело в том, что просто в принципе как бы кино ведь огромное количество жанров, да? И в общем в каждом жанре музыка может работать совершенно по-своему. Да? Мы не берем сейчас как бы классический музыкальный жанр, там понятно, да? То есть мюзикл какой-нибудь, да? Хотя есть, например, замечательный жанр, который, к сожалению, сейчас редко используемый, музыкальный фильм. Это не мюзикл, а это именно то, что делали, например, совершенно замечательно в советском кинематографе. Я имею в виду и «Айболит 66». Это музыкальный. И там, и этот самый «Красная шапочка», там все то, что мы знаем, да, или «Буратино». Это музыкальные фильмы, это не мюзиклы. И как бы это тоже отдельно. Потому что в мюзикле, чем отличается мюзикл, что действие продолжается во время песни. А в музыкальном фильме это может быть вставным номером. Хотя на самом деле и там тоже так это все как бы переплелось. В фильме «Ревью» множество музыкальных жанров. Но вот если говорить про анимацию, да, в которой мы в основном как бы работаем, то там, конечно, музыка отдельная, что называется, то есть ее не надо буквально совсем вот так ставить сейчас рядышком с кино, потому что, во-первых, да, вот эта фраза замечательная, не думая о секундах свысока, то, что значит, да, это вот про нас. Абсолютно и про анимацию. Там секунды – это все. То есть за 10 секунд ты должен высказаться. Да? И мы очень благодарны, кстати, вот существует такой фан-клуб смешариков, не песен смешариков, а именно тем, которые звучат, и ребята, вот как раз где-то 15, 16, 17 лет, они выискивают вот эти вот темы, которые
для нас очень дороги, потому что мы пытались в эти 5 секунд, 10 секунд вложить режиссерский взгляд на это. И вот тут, да, встает вопрос как бы именно о силе воздействия музыки, о ее как бы природе, так сказать, попадания в человека, да? Вот. И это, конечно, очень сильное средство. То есть это такое ядерное оружие. Поэтому надо пользоваться, конечно, музыкой крайне аккуратно. Вот. И Не заливать все музыкой. мы тоже за свою огромную уже теперь как бы биографию в профессии тоже много ошибок наделали, мы это знаем, иногда пересматриваем, хватаемся за голову, говорим, нет, это не так, не Вот надо. да, можно вас попросить вот как-то вот, может быть, какие-то такие лайфхаки, не знаю, какие-то практические вещи подсказать, потому что мы сталкиваемся с тем, что ребята иногда используют музыку как фоном, потому что есть страх тишины, что вот почему-то вдруг сейчас актеры говорят, и как будто ничего не Это происходит. плохой страх, и неправильный, не надо бояться тишины. Тишина — это та же самая музыка, это тоже такой же Даже, серьезный как бы... даже были фильмы в истории кинематографа, где не издавалось ни одной ноты. Да навалом. И при этом это было режиссерским решением. Не было звуков вообще. Это немало. Может, Да. Ну и вот, например, я недавно пересмотрела, к военным дням шли Столпера фильм «Живые и мертвые», и вдруг заметила, что там вообще нет Германа ни одной в этом самом... Ну, то есть это тоже средство. Во-вторых, музыка может идти поперек действия. Вот, например, два человека... Не поперек, неправильно. Контрапункт. Контрапункт. Ну, я просто... Да. Поперек — это значит поперек. Да. Ну, например, два человека ссорятся. Они в кадре ссорятся. Очевидно, говорят какие-то другие. А в это время идет музыка. Та-та-та-та-там, та-та. И ты понимаешь, музыка тебе дает понять, что все неправда. На самом деле все по-другому. Или наоборот, люди говорят, как ты прекрасно, а в это время и ты понимаешь, что все это вранье. То есть музыка — это такой иногда самый главный аргумент выявления фальши или режиссерского понимания того, что... Ну, да, конечно, безусловно, юмор часто очень как бы вот этот вот природа смешного, да, не буквально смешного, там, на банане подскользнулись и разбили голову, да, а смешного объемного, да, оно возникает, да, именно за счет вот этого контрапункта. Контрапункт, собственно говоря, как бы и дает этот вот вопрос объема. Мы в жизни очень часто мы сталкиваемся с этим контрапунктом, мы просто не замечаем его. Я имею в виду, как иногда какие-то серьезные ситуации погружены в комичные обстоятельства. И серьезность ситуации от этого не пропадает, а наоборот выявляется, становится еще более острой. Еще трагичнее. Вот нужно стараться избегать красить как бы черной краской, Да. красной краской. То есть как бы, иногда, конечно, безусловно, там, например, если мы возьмем, например, финал фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», да, и вот момент, когда эти герои оборачиваются и видят друга, значит, да, помните все этот пронзительный финал, и там взрывается музыка Артемьева, как бы скрывая нас полностью. Да, но она же ведь вскрывает нас, правильно, да? Эмоционально нас как бы вышвыривает. То есть она добавляет... Но что мы видим в кадре? Мы в кадре видим летящую эту карету, помните, пустую машину, летящую карету, и в этих кадрах есть тревога и ощущение, а что с ними будет дальше? Как это все как бы отразится? Мы-то контекст знаем, мы же знаем, как что было потом, я имею в виду, в жизни, и в частности этих героев. И музыка нам дает вот эту пронзительную боль вот за них. Да, хотя ничего плохого не... То есть она не просто красит счастливый финал, она не просто дает нам ноту «Ура, наши победили, слава богу», как бы они... А там есть вот это ощущение... А что будет дальше? Предчувствие того, что эти люди, ну, я сейчас говорю, как бы, естественно, мы с Михалковым на эту тему не говорили, да, то есть мы как бы сейчас говорим свое ощущение, да, поскольку очень любим, в частности, фильмы. Какие-то примеры для себя, да. Вот это ощущение того, что эти
люди с этими чистыми и такими Благородными. максималистичными взглядами и отношениями, они не выстоят. Их жизнь и время вполне возможно и, скорее всего, как бы перемелет. И вот эти, как бы, И музыка нам дает это как понять. Жава тогда пел, и комиссары в Мгм. пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Вот этот момент. То есть она дает не только этот счастливый финал, не только счастье того, что друзья все-таки не потеряли друг друга, не сломались, а еще и вот эту тревогу и боль. И вот это как раз вот именно задача, в частности, музыкальная, как И задача вы... режиссера Но молодого. мы говорим про композиторов. Как выразить музыкальными средствами объемные чувства, не однозначно, как сказать, однокрасочные, а там, потому что в музыке, и в той же самой Нине Розы, про которого вспомнил Марина, сколько там и... Иронии, и боли, Да. и... А вспомните тему этого самого, тему из «Однажды в Америке». Помните этот момент Морриконе, да? Сколько в ней света и в то же время немыслимой печали. Она задевает такие струны, что ты понимаешь, ты даже не понимаешь, что с тобой Она задевает происходит. не одну струну, Да. а много. Вот в этом и задача художника, не только композитора, и художника в принципе, не как бы, где печальное, там рядом надежда. Где, Не бывает ничего однозначного. Да, где счастливая нота, там есть рядом печаль. И вот это вот и есть то, что делает нашу жизнь такой, может быть, из-за этого музыка, она же непонятно как воздействует на человека. Ты слушаешь и плачешь, или она непонятно как. И вот когда композитор, работая в кино, в сговоре с режиссером, или когда режиссер точно понимает, вот он слышит вроде как музыка подходящая, но она не дает этого второго плана. Она, может быть, не стоит ее тогда брать. Объем, контекст, вот эти вещи важные очень, да. Можно еще такой вопрос? Вот в чат нам пришел от руководителя. Как научить детей правильно подбирать музыку в своих работах? Есть ли определенные правила или надо руководствоваться только интуицией и чувствами? Вот Татьяна задает нам такой вопрос. Я за интуицию и чувство. Не, ну понятно, что интуиция и чувства, они как бы прежде всего. Но дело в том, что они тоже воспитываются. Надо смотреть хорошее кино, и разбирать его. Вообще насмотренность имеет огромное значение. Когда ты встречаешь соратника, чаще всего, прежде всего, это ты чувствуешь по культурному бэкграунду, то есть тому, что мы смотрели, что мы читали, что мы смотрели, и что нам нравилось, что нас задевало. И тому, и другому. Потому что порой ты даже можешь не объяснить, что ты хочешь. Помнишь, это было вот в этом, помнишь, как вот... Такие референсы, да, можно же приводить такие. Референсы – это вещь сложная. Вот да? как бы тут референсы внутри тебя, как бы вот как пища. Я имею в виду то, что ты наелся, насмотрелся, да. Но в работе с композитором порой, вот мы так устроены. Мы знаем других авторов, которые, например, любят референсы, им дают, мы не очень. Потому что мы как бы, у нас как будто бы вот этот момент тишины очень важен, когда мы в тишине воспринимаем материал, героя, историю, тему, события, вот эти все как бы компоненты театральные, кинематографические. Нам музыка может чужая очень сильно как бы нас сбить. Поэтому мы просим нам дать... у нас свой такой камертон. Да. Но при этом я совершенно согласна с Сережей, что насмотренность, и вы знаете, мы с ребятами очень много смотрим кино. Мы смотрим просто, когда собираемся, у нас есть такие, когда мы смотрим все те фильмы... Вот как часто? Как часто вы смотрите? Ну, это бывает по-разному. Мы в любом случае просим это делать, советуем. У всех есть списки, которые мы им продиктовали, и мы... Маша иногда приглашает к себе домой, например. Приходит к ней компания, и они сидят и смотрят кино. Просто вот
День кино. Летят журавли, например. Да? Или кто начало сейчас, с Чуриковой. кто увидит сейчас летят журавли из ребят, из молодых? Ну, к сожалению, Я надеюсь, очень. что ребята уже смотрят, потому что мы обсуждали этот фильм вместе Потому с что вы Дмитрием, молодцы. операторским Молодцы, искусством. да, потому что это все должно передаваться. Конечно, это же очень... Это не возьмется откуда-то. Человек не узнает, кто такая Инна Чурикова и как она сыграла в фильме «Начало». А вот когда мы смотрели этот фильм с ребятами, мы были поражены, что они также вот эту вот актерскую игру филигранную и ее, что им Гекуба, как говорил Шекспир, что им страдания девочки, которая на заводе там где-то работала, на фабрике. Но тем не менее они это чувствовали и плакали вместе с ними. Прям сквозной, Да. все плачут, понимаешь? Хорошо, смеялись. Ой, я прям вижу Наташу, которая тоже сидит, она любит, когда плачет. Конечно, это девочки. Это вот девочки. Спасибо вам большое. Вот смотрите, дорогие друзья, нам оператор говорит смотреть, режиссеры говорят смотреть. Дина Корзун вчера говорил, смотрите, учитесь у своих коллег. Вы сейчас, дорогая Марина, дорогой Сергей, говорят смотреть. Может быть, в этом и есть основа нашей будущей профессии и понимания себя. Так что давайте... Это тоже. И это тоже. безусловно. И это прежде всего и тоже, да, безусловно, конечно, потому что Смотреть какие-то свет. вещи, потому что, ребята, и не объяснить, и они как бы входят в тебя просто, и все, и ты как бы, ну, как ты слышишь, что нота не та, ну, вот фальшивую слышишь, и все, и тебя коробит. Да. Также во всем остальном, фальшь, она везде фальшь. В чувствованиях тоже. Дорогие наши гости, мы уже чуть больше часа общаемся, и отпускать вас не хочется, потому что время летит почему-то, а хочется говорить, говорить и продолжать эту беседу. Я Прекрасно. понимаю, что и у вас тоже есть определенные обязанности, но отпустить вас без песни я тоже не могу. Можете благословить нас, у нас еще несколько дней фестиваля, потом закрытие, благословить нас вот этот творческий путь, путь сотрудничества. В чате попросили вас, может быть, гимн сотрудничества вы напишете, чтобы, который будет вдохновлять всех. Вот, уже даже запросы пошли. Сотрудничество. Мы уже писали гимн кино, и мы можем, да, мы его не будем сейчас петь. Ну, раз мы начали со смешариков, да, все-таки с такого как бы большого уже теперь мира, ну, мы можем спеть песенку, одну из таких самых первых, и которые, как говорят, ушли в народ, песенку «От винта». Мы можем спеть. Давай. Ее, конечно, не просто петь под гитару, да, но пусть ребята нам тогда как-то там мы будем чувствовать. Ребят, давайте, договоримся, что вы будете спевать, и мы желаем фестивалю, конечно, удачи, и надеемся, что мы в следующем году увидимся уже живьем и ответим на все ваши вопросы. Привезем с собой музыкантов, привезем наш театр с собой. Ну, даже если сами приедем, и если будут какие-то вопросы, задавайте через Володю, и, может быть, как-то мы сможем ответить, потому что, конечно, обо всем в двух словах не скажем. Но надеемся, что вы все получили огромное удовольствие и, может быть, советы тех людей, и нас в частности, которые... От фестиваля, имеется в виду. Да, от совета фестиваля вам пригодятся. Вам захочется посмотреть работы других, смотреть действительно фильмы разные и послушать разную музыку. Мы вам искренне желаем. И удачи, конечно. Ну и полета вам, да. Поэтому от винта. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно тот, потому что только смелый сам полетит в самолет, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта. Есть работа, он летает самолет. У пилота есть забота, если вдруг пилот уснет. Потому, когда приятель, ты надумаешь летать, не забудь, что ты летатель. Не спи, как переспать. Вот давай, ребята, вместе. Давай
пока, до земли летишь пока. Ах, е-е-е, ах, вот так. От винта. Ах, е-е-е, ах, вот так, ребята. От винта. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тон, потому что только смелый самолетит самолет, потому что только смелый уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта. От винта. Рок-н-ролл и кино. Спасибо вам огромное за эту чудесную встречу, что дали возможность соприкоснуться не только с вашей музыкой, но и с вашей чудесной улыбкой, с вашей мудростью. И низкий поклон вам за ваше служение детям, служение искусству. Спасибо вам огромное. Я очень вдохновлен. Всем удачи, ребят. Удачи. Спасибо вам. Дорогие участники, встреча подошла к концу, и сегодняшний день тоже у нас завершается. Но фестиваль еще не закончен. Завтра вас также ждут удивительные мастер-классы и встречи с не менее прекрасными людьми. Завтра нас ожидает встреча с актрисой и режиссером Еленой Октябриной Цыплаковой, где мы поговорим с вами о режиссуре в кино и о том, что же такое кино, и продолжим с вами углубляться в ценности кинематографа. Не прощаюсь, до встречи в чате, будем продолжать обсуждать.